Я начала делать попытки, причем у меня такой длительный путь, что я за это время успела и быть одна, выбирать донора спермы, выйти замуж, развестись, найти мужа, встать перед выбором донорская клетка или своя и, в общем-то, отчасти заняться поиском суррогатной мамы. Я беременею снова. Снова внематочная. Трубу не сохраняют, и вот с этого момента мы уже точно понимаем, что только ЭКО. Сегодня утром как раз прикидывала, сколько же примерно я потратила за все эти годы на то, чтобы дождаться своего долгожданного малыша. С каждым годом ЭКО и вообще вот эти вспомогательные репродуктивные технологии, они прям огромными шагами идут вперед. Довольно сложно было получить квоту, это надо было там через регионы, что-то там согласовывать, ходить по государственным клиникам, сдавать вот эти все анализы. В общем, такая морока была, мы решили этим не заниматься. Если у тебя ребенок зачат путем ЭКО, то тебе нужно обязательно делать кесарево. Если Богу не угодно будет, ни один эмбрион не приживется. Не надо бояться. На самом деле мы гораздо сильнее, чем нам кажется. Я тебя люблю, я тебя вижу, я тебя слышу, ты тут со мной, я тебе безумно благодарна, что мы все это вместе проходим. Друзья, привет! Меня зовут Саша, и это новый долгожданный выпуск моего канала «Ближе». Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Теперь это сделать еще проще. Вот тут вот, где эмблемка, внизу видео, есть активная кнопочка «Подписаться». Подписывайтесь, комментируйте, это мотивирует снимать. Признаюсь, что тема сегодняшнего выпуска до какого-то момента интересовала меня крайне мало. Ровно до того момента, пока моя очень близкая подруга не сообщила, что у нее остался ровно год на то, чтобы зачать ребенка. В противном случае ей придется прибегнуть к помощи ЭКО. И именно в этот момент мне стало интересно, у какого же количества женщин есть аналогичная проблема. Разобраться, почему так происходит и как это работает, в частности, в нашей стране и в мире в целом. Спойлер, оказалось, это гигантская проблема, и это очень-очень дорого. А у нас были два выпуска о детях. Один из них о приемных детях, о том, как усыновить детей в России, не только, а второй выпуск о детях-аутистах. Но о том, как тяжело бывает достаются дети, мы никогда не снимали, не рассказывали. Поэтому спасибо огромное моим двум героиням, которые сегодня откровенно расскажут об их истории, о том, как это у них случилось и как они достойно прошли этот путь. Смотрите, комментируйте. Если у вас были подобные случаи, обязательно напишите и поделитесь. Хочется об этом столько всего рассказать, потому что столько мифов всяких, столько на этом всем нанизанной желтой прессы добавляет. В общем, столько всего, что неправдоподобного, неправдивого, что мне хочется прям и это рассказать, и это, чтобы девчонки знали, что, в принципе, это не так страшно. Меня зовут Наташа, я мама уже теперь и немножко блогер. Надо будет это вырезать, наверное. Нет, мы подпишем Инстаграм еще, не переживай. И блогер, я вещаю на тему ЭКО, ну, теперь уже и о материнстве. Мне будет летом 35 лет. ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение. ЭКО – процедура искусственного оплодотворения. Во время ЭКО яйцеклетку оплодотворяют в лабораторных условиях, так получается эмбрион, зародыш человека. Эмбрион выращивают в лаборатории и подсаживают в матку женщины, после чего ожидают развития беременности. ЭКО используют для лечения бесплодия или зачатия здорового ребенка, если у одного или обоих родителей есть серьезные генетические заболевания. Изначально экстракорпоральное оплодотворение было разработано для преодоления бесплодия у женщин с отсутствием маточных труб. Как правило, трубы отсутствуют после хирургического удаления внематочной беременности. До эпохи ЭКО женщина, пережившая 2 внематочные беременности, лишенная обеих маточных труб, не имела шансов родить ребенка. Ведь именно по трубам сперматозоиды плывут к яйцеклеткам для оплодотворения. Организовать встречу сперматозоида и яйцеклетки в пробирке виделось решением проблемы. Сейчас ЭКО применяют при самых разных формах бесплодия. Впервые экстракорпоральное оплодотворение было успешно применено в Великобритании в 1977 году, в результате чего в 1978 году родилась Луиза Джой Браун, первый человек, зачатый в пробирке. Первый ребенок, девочка, зачатый с помощью ЭКО в Советском Союзе,
был рожден в феврале 1986 году. Процедура была выполнена в Москве, в Центре охраны здоровья матери и ребенка, ныне НИИ имени Кулакова. В том же 1986 году в Ленинграде родился мальчик Кирилл. Данным событиям предшествовали серьезные исследования, которые начинают целенаправленно проводиться в Советском Союзе с 1965 года. В наше время, по данным Минздрава, число родов после процедуры ЭКО выросло с 13 тысяч в 2012 году до 30 тысяч в 2020 году. Всего же в 2020 году в России было произведено 60 тысяч процедур ЭКО. Начинала я ЭКО в 24 года и занималась этим делом 8 лет. Помимо того, что я занималась вот этот период 8-летней ЭКО, у меня еще были до этого годы бесплодия, когда я ходила по врачам. У меня все началось с того, что у меня было сильное воспаление, воспалительный процесс. И очень долго врачи не могли понять, что со мной случилось. Говорили, что это, скорее всего, желудок болит. В общем, дошло до такого состояния, когда уже нужно было экстренно оперировать меня. И из-за того, что это все накопилось, возникли последствия серьезные. И вот эти вот последствия серьезные я, к сожалению, разгребала большую часть своей сознательной жизни. Я молодая девчонка, у меня там толком не было каких-то нормальных, серьезных отношений. Был, конечно, молодой человек, но это отдельная история. Я, кстати, обо всем пишу у себя в блоге очень подробно, потому что история такая обширная. Я строю карьеру, думаю увидеть мир, и мне говорят, что срочно ЭКО и других вариантов нет. Причем я хотела детей, поэтому я и пыталась, думала, что, возможно, это бы у меня получилось там самостоятельно каким-то образом. Но когда мне говорят, что только ЭКО и срочно, то, конечно, я начала делать попытки, причем у меня такой длительный путь, что я за это время успела и быть одна, выбирать донора спермы, выйти замуж, развестись, найти мужа, встать перед выбором донорская клетка или своя и, в общем-то, отчасти заняться поиском суррогатной мамы. Мне кажется, было вообще все. Поэтому я и начала вести блог на эту тему, потому что девчонки, кто только сталкивается с этой проблемой, они, конечно, теряются, как и я когда-то. На данный момент мне 34, то есть у меня малышу 3,3. Вот. Начали мы планировать, когда мне было 26 лет, ну, собственно, вышла замуж и сразу же начали. Начали планировать, как, наверное, и все. Примерно мы где-то год ждали, ну, особо ничего не делали, просто, занимались, в общем, своим делом. Вот. Когда поняли, что, ничего не получается, конечно, пошли там по обследованиям и так далее. За 2 года мы там сделали несколько лапароскопий, проверку труб и там ГСГ, и все, что можно было сделать, мы это все сделали. После 2 совершенно глухих лет мы видим вторую полоску на тесте. Но, к сожалению, она оказывается неудачной, внематочная беременность, трубу удаляют, я остаюсь с одной трубой. За этот год тоже была реабилитация, мы там и по санаториям ездили, и какие-то там и прививки, и массажи, и медитации, что только не было, в общем. И ровно через год после этой ситуации я беременею снова. Снова внематочная, трубу не сохраняют, и вот с этого момента мы уже точно понимаем, что только ЭКО. Собственно, еще 2 года ушло на то, чтобы воплотить в жизнь то, что вот у нас счастье есть сейчас. Протокол и перенос – это не всегда одно и то же. Вот. Протокол – это программа ЭКО. Когда ты приходишь к врачу, тебя смотрят на определенный день цикла, назначают тебе гормональную стимуляцию, исходя из твоего состояния, из твоих гормонов, из состояния твоих яичников. И ты идешь и принимаешь гормоны какое-то количество дней, либо не принимаешь. Иногда бывают и естественные циклы, если у женщины растут самостоятельно хорошие яйцеклетки, и, в общем-то, она не хочет гормональную стимуляцию или гормональную. Даже стимуляции бывают разные. Бывают короткие протоколы, бывают длинные протоколы, бывает суперстимуляция, хотя сейчас ее практически уже не используют. Бывает минимальная стимуляция, поэтому врач, исходя из состояния женщины, исходя из показаний, из пожеланий, назначает ей гормональную поддержку. И вот она какое-то количество дней принимает эти гормоны, либо просто ждет роста яйцеклеток до определенного дня. Врач смотрит в динамике, это называется фолликулометрия, как растут у нее яйцеклетки.
и назначать день пункции. До дня пункции назначается тоже определенный гормон для выхода яйцеклетки из фолликула. И в день пункции до того момента, как сам фолликул разорвется и выпустит яйцеклетку, врач делает забор. Пункция – это когда яичники, созревший фолликул, врач тонкой иголочкой прокалывает и забирает оттуда яйцеклетку. Поэтому тут очень важно выбрать тоже врача, если девушка хочет в естественном цикле, либо у нее там сложно поймать яйцеклетку, день овуляции, то нужна ювелирная работа врача, чтобы ее поймать. После этого яйцеклетку передают эмбриологу. Эмбриолог занимается либо, опять же, витрификацией клетки этой, либо оплодотворением ее с помощью сперматозоида супруга. И если оно произошло, то дальше идет культивирование эмбриона в дальнейшем. Кстати, оно происходит, вопреки мнению дилетантов, не в пробирке, а в чашке Петри. В чашечке такой эмбриолог смотрит туда и несколько дней наблюдает, как развивается эмбрион. То есть там есть определенные стадии, когда он может остановиться в развитии. И сейчас уже повсеместно в мире замораживают на 5-е сутки, ну иногда на 6-е и даже на 7-е. Сегодня утром как раз прикидывала, сколько же примерно я потратила за все эти годы на то, чтобы дождаться своего долгожданного малыша. И у меня получилось по нынешнему курсу, ну, примерно $67 тысяч. Это 8 лет. Но каждая ситуация индивидуальная. Сейчас, наверное, кого-то эта цифра может напугать. В принципе, один протокол ЭКО, который может закончиться переносом, будет стоить плюс-минус 200-300 тысяч рублей. Но нужно учитывать, сколько будет стоить сдать анализы, потому что часть анализов можно сдать по ОМС, часть анализов нельзя сдать по ОМС. Какая гормональная стимуляция будет ли она вообще? Что будет входить в протокол? То есть там много составляющих, и чтобы назвать конкретную цифру, нужно учитывать анамнез, ситуацию пациента. По ОМС возможны 2 попытки ЭКО в год, не более 2. Но там сейчас, кстати, с этого года все упростили. Можно прийти к гинекологу и получить направление в любую из клиник, которую ты хочешь, если она работает с программой ОМС. По ОМС любят больше тех пациентов, у кого просто там трубный фактор, например. Да? Нет труб, значит, это больше шансов, что эта девушка забеременеет. Хотя это тоже такой спорный вопрос, потому что нужно смотреть, по какой причине нет труб. Может быть, у нее был такой воспалительный процесс, что матка тоже затронута, и она не совсем готова там принять эмбрион, а врачей, которые работают с маткой хорошо, их не так много. На самом деле, вот я не считала. И все вот эти затраты, ну, это, конечно, нужно с самого начала так задаться, да, чтобы это все посчитать, потому что помимо того, что само ЭКО, во-первых, это подготовка, платно-бесплатно, анализы сдавать, да, тоже. Можно, конечно, и бесплатно это все сдать в поликлинике, но это надо понимать, что время и как бы здоровье тоже, это все уходит, поэтому, ну, нам было проще платно сдать. Во-первых, это анализы, во-вторых, сама процедура ЭКО, в-третьих, гормональная поддержка после. Об этом, кстати, очень часто забывают, думают, вот ЭКО, там, ну, сейчас, я не знаю, где-то в районе 300, наверное, тысяч стоит сама процедура ЭКО. После этого порой иногда бывают девочки, которым поддержку, то есть поддержку беременности, осуществляют прямо практически до родов. И на это тоже на все нужны деньги, потому что такие препараты, там, как Клексан, которые разжижают кровь, да, бывает очень часто, что они нужны. Они стоят недешево, и их нужно в месяц, извините, там, несколько коробочек. Это может обходиться только один препарат, там, порядка 5-7 тысяч рублей, да, и это один препарат. А их может быть, там, извините, не знаю, ну, кому сколько назначают. Сама процедура ЭКО, на мой взгляд, нет. Самое болезненное из всего, что может происходить, вот, именно в самой процедуре ЭКО, это уколы в живот, но иголочка там очень тонюсенькая, очень маленькая, она как бы, ну, никакого там прям уж какого-то вау дискомфорта нету. Затем идет пункция, конечно, под седацией, под наркозом, это понятно. И потом перенос, сам перенос вообще безболезненная процедура, просто делается на обычном гинекологическом кресле, ничего там такого не делают, просто переносят эмбриончики и все. Минздрав утвердил там новый список документов на то, чтобы вот войти в протокол. И в некоторых есть процедура ГСГ, это такая проверка труб, и еще
могут назначать проверку матки внутри, в общем, тоже я не помню, как эта процедура точно называется. Вот это может быть болезненно, но это все делается под наркозом. Почему заморозка не яйцеклеток, а эмбрионов, да, предпочтительно, потому что они лучше хранятся, эмбрионы, они лучше переносят витрификацию. Яйцеклетки, они более такие водянистые, большие, достаточно большие клетки, и они разрушаются. И чтобы сохранить свой репродуктивный, так скажем, функционал, женщине лучше заморозить побольше яйцеклеток, и лучше морозить яйцеклетки, если это отложенное материнство, потому что, как ты говоришь, можно впоследствии развестись, да. С каждым годом ИКО и вообще вот эти вспомогательные репродуктивные технологии, они прям огромными шагами идут вперед. Сейчас можно сделать это все проще, безболезненнее, без гиперстимуляции, без больших доз гормонов. По моему опыту нет. Но вот мой ребенок совершенно точно так же, как и все остальные дети, там может, конечно, и болеть, но в основном вот до 3 лет вообще практически он не болел. Он болел так очень быстро как-то, то есть 3-5 дней максимум, вот, и все. Тут у нас в последнее время он очень сильно заболел, но это не связано с тем, мы просто подцепили сальмонеллу, будь она неладная. То есть вот до 3 лет, до вот этого происшествия, когда мы сальмонеллу подцепили, я говорю, на пальцах одной руки могу пересчитать, сколько раз он болел. Если у женщины низкий авариальный запас, малое количество яйцеклеток, вот этот всем известный гормон АМГ, которым всех пугают, это не значит, что какой-то врач может тебе сказать, что у тебя там в запасе ровно 5 лет, ровно год или там еще какое-то количество времени. Сейчас медицина и медицинская наука не располагает такими данными, чтобы на основании только этого гормона, да, сделать вывод о том, что и даже в комплексе, гормоны в комплексе смотрят состояние яичников женщины, и чтобы сказать, что у тебя там осталось 5 лет и все, и не годом больше. Тут важнее скорее возраст женщины. Вот возраст – это самое важное в этом деле, к сожалению. Поэтому часто говорят, что вот там люди бегут на ЭКО, не разобравшись с проблемами. Есть категория таких женщин, которые торопятся сделать ЭКО, при условии, что, в принципе, им врач-репродуктолог и без этих технологий может помочь. Но таких женщин на самом деле мало. На самом деле обычно к репродуктологу и на ЭКО идут те, у кого уже все перепробовано и все пройдено. В этом плане очень важный момент – лучше не тянуть. Лучше пойти раньше и узнать, на что способен твой организм, потому что если АМГ низкий, то на самом деле не так много времени осталось, просто сколько его точно никто не скажет. Меня это не коснулось, меня не разнесло, ничего со мной там такого не происходило, я не почувствовала это. Возможно, из-за того, что возраст все-таки все равно еще достаточно молодой. Конечно, это все влияет на женский организм, ведь это же все равно гормоны, да, препараты, и бесследно это не проходит, но не настолько сильно, чтобы прям вот об этом думать, переживать и заморачиваться над этим. Пока время позволяет, нужно поймать этот момент, запечатлеть в этих же своих любимых беременных шортах. Вот так я выгляжу на 4-й день после родов. Я люблю этот вопрос, потому что я в этом вопросе очень категорична. Я знаю мнение мировых специалистов, куда движется мировая медицина в сфере ЭКО. Сейчас во всем мире стараются переносить одного и уплодный, это значит хороший эмбрион без поломок, потому что многоплодная беременность для женщины – это всегда риски. Знания врачей были не на том уровне, как сейчас, поэтому, чтобы увеличить таким образом, так скажем, шансы на наступление беременности, переносили там 2 эмбриона. Если один из эмбрионов перестанет развиваться, то он может потянуть за собой и второго. Изначально я планировала либо Москва, либо Питер. Но для меня было так, как-то логичнее, потому что чем тратить время, деньги, ресурсы на попытки в регионах, да, где безусловно, есть классные клиники, классные врачи, но это надо искать, это надо там вот тоже время на это тратить, и поэтому я себе сразу же задачу поставила, что мы едем туда, никого не ждем, квоту мы не получаем, потому что на тот момент, когда мы делали ЭКО, это было 4 года назад, довольно сложно было получить квоту, это надо было там через регионы, что-то там согласовывать, ходить по государственным клиникам, сдавать вот эти все анализы, в общем, такая морока была, мы решили этим не заниматься и делать платно. Первые 2 раза мы сделали в Москве,
безуспешно, неудачно. Поменяли клинику, поменяли город, поменяли врача, сделали в МЦРМ в Питере. Вот. И второй, вот, получается, крио протокол оказался удачным. ЭКО влияет на отношения мам и детей, знаешь, в каком плане в большей степени? В плане заботы, в плане нужности и наполненности любовью. Ну, каждый день я на нее смотрю и думаю, боже, как ты случилась в моей жизни, и как я могла только подумать, что у тебя может не быть. Просто это. Если бы не ЭКО, я бы не могла ее обнять. Я бы не знала, что такое ее обнимать. Так, в принципе, обычные дети, обычные мамы, обычные отношения. Все зависит конкретно от человека. Такая тенденция есть, что имеем, не храним, потерявши плачем, да, и когда ты прочувствовала, что ты вдруг такое может случиться, что ты никогда не сможешь забеременеть, конечно, это самое, там, не знаю, дорогое, что у тебя есть, и ты всеми вот силами его вот опекаешь, оберегаешь и так далее. И знаешь, что помогает? Мне вот прям очень помогает это всегда. Когда все дети одинаковые, и все могут вывести так, что просто вот хоть волосы на себе рви, и вот бывает там хочется сорваться на крик или там еще на что-то пожестче, да? Но я всегда себе говорю, я же об этом мечтала. Я когда-то, вот я переношусь там на 20 лет вперед и думаю, боже мой, я в тот момент, я бы просто все бы отдала, чтобы вот это прочувствовать. Я проводила опросы у себя в блоге, потому что я из психологической стороны тоже изучаю этот вопрос. Спрашивала девчонок, ну скажите мне, вы разочаровались в чем-то? Сожалеете ли вы о том, что вы делали ЭКО? Ни одна счастливая мама не сказала нет. Наверное, 4% из 100% ответили, что они сожалеют. В этих 4% это процент тех, кто случайно нажал не туда, да? Это те, кто не добился результата желаемого. И еще в эти 4%, знаешь, кто входит? Это те, у кого уже есть ребенок, и они пытались, может быть, второго зачать, но что-то не получалось. Они прибегнули к ЭКО, ничего не вышло, 1-2 раза, да, и они передумали делать ЭКО, и вот они разочаровались и решили, что это как бы, это плохо. Часто говорят о том, что не жалеешь ли ты там деньги, время, вот здоровье, все то, что было потрачено. И те девчонки, вот, кстати, счастливые мамы, да, они говорят, я бы еще раз и еще раз прошла бы, особенно когда уже получили вот такой результат, прошла бы ради этого малыша, чтобы его обнять, чтобы он появился в этой семье через это. Поэтому это того стоит, это бесценно. Ну, это все, конечно, да, такие моменты, очень скользкая тема. Я хочу сказать, что это точно такой же способ лечения, как и любое другое заболевание. То есть бесплодие и проблемы с этим, это то же самое, что, ну вот, я не знаю, протезы люди ставят, зубы люди лечат, да, если это не угодно Господу, ну тогда не делайте этого и живите так, или не живите, тогда Господу так угодно, да. Вот, это первый момент. А второй, уж если на то пошло, если Богу не угодно будет, ни один эмбрион не приживется. То есть много-много случаев таких, когда что бы ни делали, как бы ни делали, ну не приживаются эмбрионы. Тогда люди идут уже там другим путем, усыновляют, там донорские берут. Церковь против убийства эмбрионов, это против утилизации эмбрионов, потому что считается, что это все-таки уже человек. И поэтому я девчонкам даже сейчас не советую идти на суперстимуляцию, на большие протоколы, когда получается много клеток, потому что я тоже против убийства эмбрионов. За 17 протоколов у меня было не так много клеток из-за снижения, опять же, резерва, поэтому для меня каждый из них важен. И, в общем-то, каждый из них потенциальный ребенок, ведь для беременности достаточно одного. И вот, кстати говоря, еще про мифы и заблуждения, что если у тебя ребенок зачат путем ЭКО, то тебе нужно обязательно делать кесарево. Наконец-то в Москве, там в больших городах, в Питере, в Казани это уже не так распространено, но, к сожалению, в регионах еще до сих пор даже врачи придерживаются такой практикой, что если у тебя ребенок ЭКО, тебе делают кесарево. На самом деле это не так, нет таких показаний. Было так раньше, опять же, из-за рисков, когда были многоплодные беременности. Если вы придете в женскую консультацию и встанете на учет и не скажете, что у вас ребенок ЭКО, то, скорее всего, даже никто не поймет это. Если нет каких-то заболеваний сопутствующих или приема дополнительных гормонов в связи с какой-то индивидуальной особенностью
невозможно отрицать, что это не влияет на женскую самооценку. Невозможно. Когда ты не можешь реализовать свое главное женское предназначение, да, природное, конечно, это накладывает определенный отпечаток. Но вот в тот момент, может быть, вот меня лично спасало, что я меньше как-то о себе думала. Я думала о том, что у меня есть цель, и мне надо, вот вижу цель, не вижу препятствий, мне ничего не должно помешать. Нужно давать себе время на переживание и проживание вот этих вот всех эмоций. В том числе и про самооценку, в том числе и понять, да, сейчас так, да, сейчас вот такая ситуация, но все проходит и пройдет, и это 100%. Как бы, ну, это непреложная истина такая, да? Ну, с семьей мне повезло, семья меня поддерживала, но, конечно, они не понимали всего этого процесса, и они поддерживали меня как могли. Не могли, конечно, они вникнуть в это все, узнать, что я чувствую, поэтому, кстати говоря, важно общаться с теми, кто в теме. Потому что те люди, которые далеки от темы, они обычно могут давать там не совсем корректные советы. Когда я начинала вести свой блог 7 лет назад, то было очень мало, там, ну, я знаю, 5 человек, и мы все между собой общались. А сейчас такое количество блогов, такое количество врачей самих, кто вышли в сеть, такое количество и YouTube-каналов на эту тему, и чатов, и сайтов, ну, огромное количество информации, поэтому, чтобы не чувствовать себя одиноко, да, или какими-то не такими в этом процессе, то лучше, конечно, общаться с теми, кто поймет, кто в такой же ситуации. Каждая 4-я пара страдает от бесплодия. Это достаточно много. Поэтому думать, что там ты осталась одна или вы там с мужем в такой ситуации никто не поймет, это, конечно, неверно. Лучше находить с теми, с кем можно разделить и облегчить, так скажем, свои эмоциональные переживания. Конечно, его роль вообще просто непереоценима. Мы были вместе во все моменты наши, самые сложные. Вот. И, конечно, мужская поддержка мужа, она неоценима. Вот. Но я хочу сказать о том, что многие девочки очень концентрируют, и я в том числе такая же точно была, просто весь фокус внимания смещен на то, что вот нужно забеременеть, как бы вот забеременеть. И мы немножечко забываем об отношениях между мужчиной и женщиной, да, то есть вот все вот эти вот попытки, когда, допустим, когда не ЭКО, да, они сводятся уже к каким-то графикам и так далее, и, грубо говоря, секс по расписанию, да, вот, но важно понимать, что это еще подготовка только лишь, а потом будет беременность, а потом будет первый год жизни, который сложный достаточно для мужчины и женщины, для мужа и жены, это тоже определенное испытание. И вот чтобы максимально как-то прожить это гармонично потом, да, нужно заранее об этом думать и всегда помнить, где-то на галочкой держать, что помимо того, что у вас планирование беременности, помимо того, что есть проблема, да, которую вы решаете вместе, но есть еще вы друг у друга, которых тоже нужно поддерживать, потому что мужчина тоже в этот момент переживает. И нельзя забывать, в общем, о своем мужчине. Важно поддерживать отношения, важно там хоть иногда отвлечься, там устроить романтичок или хотя бы там язык у всех есть, да, просто уметь говорить о том, что я тебя люблю, я тебя вижу, я тебя слышу, ты тут со мной, я тебе безумно благодарна, что мы все это вместе проходим. Мы уже хотим второго ребенка, на самом деле. И в ближайшее время я закончу кормление грудью, потому что кормление грудью и ЭКО, к сожалению, несовместимы. И мы пойдем за вторым. У нас есть эмбрион один, и плодный, хороший эмбрион, и мы будем его переносить. Если не получится, то снова будем вступать в протоколы и попробуем еще раз. Мы с ним начали встречаться, это было очень быстро после того, как я развелась. И я ему рассказала свою историю, я от него не скрывала, между прочим, что у меня ЭКО, потому что мы взрослые люди, но зачем обманывать? Если человек готов к этому, значит, нам есть там, зачем продолжать отношения. А если не готов, то, соответственно, и вывод, зачем мне такой человек. И когда я ему сказала, слушай, ну у меня ЭКО, я вот не могу сама, он сказал, хорошо. Значит, пойдем и сделаем это вместе. Каждый этап нашей жизни, он происходил как какой-то новый уровень, новый шаг. Ты идешь и понимаешь то, что ты все ближе к цели. А когда достигаешь, то не можешь нарадоваться. И вот мы просыпаемся с ней, радуемся каждый день, пытаемся запомнить этот каждый момент ее жизни. Да, но это так сложно, время так быстро летит.
Поэтому надо идти вперед и не останавливаться. Когда она сможет это понять и воспринять, когда она станет достаточно взрослой для того, чтобы воспринять эту информацию, конечно, я ей об этом расскажу. Во-первых, потому что это часть и ее жизни, очень большая, это часть жизни, которая повлияла вообще на все, что случилось в моей жизни. На появление блога, на появление мужа, на появление моего опыта, моих знаний, на то, что я научилась большей мудрости, терпению. То есть все то, что часть тех знаний, которые я буду передавать дочке, да, свой опыт, они связаны с этим процессом. И чтобы ей полноценно рассказать, как я к этому пришла, мне придется ей рассказать и об этом пути. И я в этом ничего особенного не вижу. Вообще ЭКО – это просто этап, который заменяет прохождение эмбриона через трубы в матку. Вот и все. А так, в принципе, он ничего не меняет. И я думаю, когда она вырастет, это будет нормально для большего количества людей. Мифов станет меньше. Сейчас, конечно, ЭКО окутано таким количеством мифов и стереотипов. Я думаю, что к этому времени уже такого не будет. И технологии далеко уйдут вперед. И для наших детей, скорее всего, ЭКО это будет, ну и что, да. А вот там полет на Марс и жизнь на Марсе, да, поставить палатку, вы поедете там в выходные на Марс. Вот это будет что-то новое в диковинку. Не надо бояться. На самом деле мы гораздо сильнее, чем нам кажется. Не надо излишне жалеть себя и очень много горевать по этому поводу. Лучше направить все свои силы на то, чтобы найти хорошего врача, найти достоверную информацию, не читать желтую прессу, найти соратников в этом деле. Нужно просто понять, если ты этого действительно хочешь, то нужно найти достоверную информацию, хорошего врача, который найдет подходящий выход из ситуации, подберет правильное лечение и приведет тебя к такому результату. Хотя мне всегда сложно говорить, что это результат, да? Не бойтесь, все получится.